Привет, дорогие подписчики и прочие обитатели Ютуба, вы на канале Nice Guys Racing, и в этом видео я расскажу о том, как прошел мой свежий сезон Кубка производителей. Это, кто не в курсе, встроенный в Gran Turismo 7 официальный чемпионат, где собираются самые сильные игроки, и потом лучшие из них отправляются на мировые финалы, на которых мне, конечно, никогда не бывать, но я стараюсь и своими стараниями с вами делюсь. И первым делом, раз уж это Кубок производителей, я могу выбрать только одну машину на весь чемпионат. Мой выбор — среднемоторная Honda NSX GT500 2000 года, и у нее есть два главных преимущества. Это отличная максимальная скорость и бережное отношение к резине. Идеальная комбинация для первых двух этапов чемпионата, а почему она идеальная? Смотрите дальше и все узнаете. Первый этап прошел на Интерлагосе, трек, на котором обгонять довольно сложно, и без приличной квалы здесь, скорее всего, ничего не добиться. Поэтому поехали собирать хороший круг. Ой, на тренировках практически ни разу такого не было, и сразу обосрался здесь как идиот конченый. Ой, жопа. Так, ну нормально, я выехал. У меня сзади место есть, спереди место есть. Точнее, сзади место есть, поэтому я могу немножко отстать от этого Майкела Найта на RCZ. Сейчас сосредоточусь и, надеюсь, покажу какой-то круг. 29.9 я могу, безусловно. Давай! Вроде хорошо. Get in there, Lewis! You're the man! You're the man! Три тысячных до второго места. Охренеть. С минимальным отрывом мне удалось победить в квалификации, но, естественно, это мне ничего не гарантирует. Стартовая решетка очень плотная, первые 6 машин по темпу, грубо говоря, в 0,1 секунды друг от друга, и учитывая, что гонка длится около 45 минут, за которой категорически нельзя допустить ни одной грубой ошибки, легкой победы, конечно, ждать не приходится. Но план такой. Стартуем на мягкой резине, едем на ней 14 кругов, потом ставим такой же свежий комплект и на последнем круге делаем еще одну остановку, чтобы не нарушить регламент. Мы все обязаны использовать и мягкую, и жесткую резину, но харды слишком медленные, поэтому на них оптимально ехать только один круг. На этом вступление заканчивается и начинается гонка. Сзади борьба.
Первый круг пока что складывается для меня удачно. Уже даже видно, как я начинаю отъезжать от преследующей группы машин, и если они не перестанут бороться за вторую позицию, то мне будет существенно легче удержать свою первую. Тем более, как я говорил в начале видео, моя машина отлично бережет резину. Точно лучше, чем Mercedes и Porsche, а это значит, что по мере износа шин моим соперникам будет еще сложнее меня догнать. Едем. Не ошибаемся. Едем и просто не ошибаемся, и тогда хрен нас обгонишь. Если ребята сзади будут меситься постоянно, то я просто уеду и буду счастлив. Две секунды только что было. Блин, супер комфортно. Вроде темп есть, вроде все просто супер. Просто забирай эту победу и все. Никаких проблем вообще, никаких. Главное не обосраться нигде. Просто нигде не обосраться. Я уезжаю и уезжаю. Ребята, это что за счастье такое? Что за счастье? Фу. Не, ну для меня все складывается как нельзя лучше. Просто идеально. Благодаря нежеланию моих оппонентов работать сообща, я всю гонку продолжал наращивать свое преимущество и победил. Ни хрена себе. Я хорош, чуваки. Ну, честное слово. Прям неплохо. Прям вообще неплохо. Солидные 349 очков по итогам первого этапа ставят меня на 20 место в чемпионате в общем зачете и на 4 место среди других игроков, выступающих за Хонду. Разумеется, это результаты промежуточные, впереди еще 3 этапа, однако учитываться будут только 2 лучших этапа из 4. Вот, например, один из прошлых сезонов, он тоже состоял из 4 этапов, и 2 последних у меня там получились лучшими. Сумма очков за эти 2 этапа и определила мою рекордную 36-ю позицию в том сезоне Кубка производителей, ну а в этом сезоне я планирую свой рекорд побить. На второй этап мы отправляемся в Токио, где квалификация у нас будет дождевая. Мы поедем на промежуточной резине, что в спорт-режиме Гран-туризма бывает нечасто, да и сам Токио в онлайне появляется чуть ли не в первый раз, поэтому никто к этой гонке не готов. Тем более в условиях, когда трек сохнет, и каждый круг нужно немного менять свои точки торможения и траектории. Короче, будет непросто, но именно под эту гонку я выбирал свою старую Хонду. Огромная старт-финишная прямая позволит реализовать мою отличную максимальную скорость, то есть, по идее, я здесь должен побеждать, и если на Интерлагосе мне дали 349 очков, то в Токио на кону 361. Если победить, я гарантирую себе топ-20 Европы. В общем, уровень ответственности как никогда высок, темп есть. После первого боевого круга я действительно быстрее всех, но на просыхающем треке второй круг обязан быть еще быстрее. Повторяю за Альфой, все стены чешу. Это неприятно. Альфа! Ну что ты за наркоман, а? Блин, а? Ты за него я кучу времени потерял.
потерял. Сейчас увидим. Но кучу народу уже закончили. Это француз. Маокс еще едет. Какое время? Да. Офигеть, сколько я времени потерял, ребята. Из-за этой альфы сколько времени я просрал. Как мне обидно. Квалификация ко второй гонке прошла для меня не лучшим образом, но от 6-го места не так уж и далеко до 1-го. Еще вполне возможно победить, да и даже в случае неудачи у меня будут еще 2 попытки. Правда, не факт, что там тоже дадут 361 очко за победу, поэтому, конечно, такие очки упускать не хочется. Тем более у меня для этого этапа идеальная машина, и если я смогу избежать грубых ошибок, нигде не влечу в стену, то моя скорость на прямых очень даже может помочь дотянуться до 1-го места, по крайней мере, теоретически. Осталось только преобразовать теорию в практику. Сразу же в первый же поворот, интересно, я могу атаковать или нет? Главное выжить просто. Пока что мне просто выжить надо. Ребята! Я сейчас, надеюсь, обоих их обгоню. Повредив свою машину на втором круге, я, к сожалению, уже не мог претендовать на победу, традиционно потерял самоконтроль и всю оставшуюся дорогу изрыгал неизобретательные проклятия. Такую версию себя я, конечно, не хочу вам показывать, но если вам интересно наблюдать за моими истериками и киберспортивными успехами, не только истерить я умею, я еще и ездить неплохо умею, вроде бы, скоро я начну активно стримить на Твиче, скорее всего, по крайней мере, до тех пор, пока YouTube в России не поправится. Поэтому отчаянно прошу вас подписываться на мой Twitch, ссылка в описании. А сейчас давайте возвращаться в Токио. В высшей лиге Кубка производителей Гран-туризма на каждый этап у нас есть по 3 попытки. Первую, как только что вы видели, я потратил впустую, и теперь еду квалификацию ко второй попытке, и пока еду, расскажу еще пару немаловажных деталей.
Во-первых, посмотрите, с какой легкостью моя Honda догоняет Макларен на прямой. В моменте я думал, что все, снова не смогу собрать нормальный круг из-за трафика, но нет. Еще до первого поворота я успеваю обойти британца, а ведь в квалификации не работает слипстрим, что еще раз подчеркивает, насколько моя машина здесь сильная, и от этого еще более обидно, что я не смог забрать 361 очко в первой попытке, потому что во второй за победу дают только 351. Тоже неплохие очки, конечно, но учтите, мне здесь не нужно ничего, кроме победы. Если не буду первым, то вряд ли я сохраню свое место в топ-20 чемпионата, потому что кроме как в Токио у меня больше не будет шансов набрать очки, так как после этого этапа я уехал в долгий отпуск, который, кстати, я себе позволил исключительно потому, что после выхода моего предыдущего видео я много стримил, и 3 месяца подряд вы, мои дорогие подписчики, донатили мне больше, чем я тратил. И, наверное, даже не будет преувеличением сказать, что это одно из самых больших достижений в моей жизни — к 34 годам наконец-то найти то, чем я действительно хочу заниматься, и это осознание я и праздновал почти целый месяц в отпуске с друзьями, и, соответственно, вторую половину чемпионата я из-за отпуска пропустил. Значит, судьба этого сезона Кубка производителей для меня решится именно здесь, на треке, где границами трассы служат стены, беспощадные и беспристрастные. Они собрали с меня свою дань в прошлой гонке. Надеюсь, в этой они меня пощадят. Но на самом деле, конечно, все в моих руках, все в моих ногах и голове, и скоро мы увидим, как мои конечности проявили себя в квалификации. Давай, блядь. Так, есть один побыстрее на Хуракане. Как это возможно на Хуракане быть быстрее, чем NSX? Я что-то не очень понял. Еще на полсекунды. Охренеть. Ладно, все закончили. Я на втором месте. Это отлично. Моими главными соперниками выступают британец на Мерседесе позади и итальянец на Ламборгини, который одолел меня в квалификации с увесистым отрывом. Однако мое преимущество на прямых до сих пор никуда не делось, тем более у Ламбы нет возможности зацепиться за слипстрим, и в то же время еще и Мерседес меня толкает, понимая, что мы с ним вдвоем сразу же успеем перехватить лидерство. Это огромная удача, что пилот Мерседеса сделал ставку на меня, и теперь в этой части трека, где NSX явно слабее машин оппонентов, обогнать меня невозможно, а еще передо мной никого нет, я прекрасно вижу свои ориентиры для торможения и поворотов, и одновременно слегка загораживаю обзор своим преследователям, которым еще приходится делать поправку на грязный воздух. Кстати, возможно, из-за него я и разбился в предыдущей гонке, и буквально в том же самом месте британец повторяет мою ошибку. Ударился сильно, надеюсь, у него повреждения. Повреждения у Мерса не оказалось, но он определенно ходит по тонкой грани, и к тому же из-за этого контакта со стеной он немного замедлился и тем самым задержал самого быстрого участника гонки, если верить результатам квалификации. Итальянец, очевидно, не хочет застревать за Мерседесом, но вряд ли ему стоит ожидать, что его просто так пропустят вперед, поэтому приходится драться. Надеюсь, Хуракан-то не должен меня догнать на прямой? Или должен? Вообще, по идее, не должен, потому что он уже практически выпал из моего слипстрима, но, к сожалению, он снова в него попал благодаря стараниям Мерседеса, и, честно говоря, наверное, только так и можно было победить Хонду в Токио путем заключения выгодных в моменте союзов, но посмотрим, как долго этот союз продлится. Так, ветер точно не попутный, значит, можно тормозить как обычно. А Ламба догоняет, кстати. Кончайте стены чесать, чуваки. В начале прямой я был более чем в 0,7 секунды впереди Ламборгини, а сейчас между нами едва ли поместится даже одна машина, то есть
Сотрудничество моих соперников, несомненно, приносит свои плоды, и несмотря на то, что я смог отыграть несколько десятых к концу второго круга, этого недостаточно, чтобы сбить слипстрим. На выходе напрямую они будут ко мне намного ближе, чем на прошлом круге, и, само собой, ничего хорошего это для меня не значит. Ну все, я защищаю внутренку теперь, значит. Ламбо сейчас точно сможет атаковать меня в первый поворот. Хорошая защита. Еще Ламбо отвалилась снова за Мерседес. И это отлично, потому что Мерседес, я не думаю, что меня напрямую может догнать. На самом деле не уверен, есть ли ощутимая разница, в какой очередности они будут меня догонять. Пока они в зоне моего слипстрима, я точно не могу чувствовать себя в безопасности, но сейчас произойдет что-то, что я не знаю, как назвать, кроме как катастрофической ошибкой. Мерседес не очень уверенно проходит один из поворотов, его сразу настигает Хуракан, и совершенно забыв о том, как хорошо они работали в связке друг с другом, он идет на обгон в самом неподходящем для этого месте. Мерс влетает в стену, получает повреждения, которые ставят жирную точку на его перспективах в этой гонке, а для итальянца этот маневр имеет смысл только в том случае, если он действительно намного быстрее меня и за следующие 9 кругов сможет сократить образовавшееся по его же вине отставание. 2 секунды. 2 секунды. Ламбо отвалилась, что-то у них произошло. Отлично. Сваливаем. Мне вообще ничего не надо делать. 6,2 уже. До второго места 6,2. Просто спокойненько ехать, и ничто мне не помешает победить. Ох, кайф. Но это, наверное, лучший мой результат за всю мою карьеру Гран-туриста. Очень интересно, какое у меня будет место теперь в чемпионате. Мне очень интересно. Вот таким образом я вскарабкался на 20-е место в Кубке производителей, а среди других Хонд оказался третьим. И пусть это не совсем полноценный сезон, а только выставочная серия, я все равно очень доволен. Поздравления принимаю в комментариях, от лайков и подписок тоже не откажусь, в особенности на мой Twitch, потому что стримить я планирую пока что только там. Все необходимые ссылки в описании. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока.